Добрый день, дорогие друзья! Меня часто посетители спрашивают, в чем заключается основная проблема взаимоотношений между мужчиной и женщиной, состоящих в браке. Что нужно для построения гармоничной семьи? Конечно, это вопрос риторический, поэтому избежим излишней психологической терминологии и просто порассуждаем на заданную тему. Исследователи последних лет указывают на часто встречающееся неравенство семейного статуса супругов. Речь не о материальном положении. В нынешних брачных отношениях, как ни странно, главенствующее положение чаще принадлежит слабому полу, в результате чего авторитет мужчины в семье неуклонно стремится к нулю, что со временем почти непременно приводит к кризису в отношениях между супругами. Дисгармония в интимной жизни стоит в этом списке на втором месте, хотя в добрачный период она занимала главенствующее положение. Еще одной проблемой является постоянная перегрузка женщины. Работа на производстве или дома, что со временем заметно огрубляет ее душу, выводя на первый план такие явно не женские качества, как категоричность, нетерпимость, неумение преодолевать конфликты. И, наконец, нельзя забывать о том, что женщина расцветает, достигая пика расцвета к 24-27 годам, а мужчина позже, к 35-40 годам. Это значит, что в эти периоды один из супругов как бы выходит на первый план, а другой остается в его тени, что само по себе может вызывать недовольство своим временным второстепенным положением. Особенно это выражено в мужской кризис среднего возраста. Женщина – это кроссворд, который бесконечно приходится разгадывать мужчине на протяжении всей его жизни. Не секрет, что слабый пол в совершенстве владеет техникой самоподачи, относясь к ней как к оружию и применяя ее по принципу «без нужды не вынимай, без победы не вкладывай». Мудрая женщина понимает, что даже самый преданный и любящий мужчина не является ее собственностью, а свою ревность не выставляет на показ, считая ее признаком неуверенности в себе. Словари определяют мужчину как лицо, противоположное женщине по полу. И хотя современные женщины активно осваивают некогда чисто мужские профессии, тем не менее во многих языках слова «мужчина» и «человек» до сих пор являются синонимами. Надо добавить, что настоящий мужчина с уверенностью смотрит в будущее, имеет непререкаемый авторитет у окружающих, успешен на работе и подобен маленькому капризному ребенку, что особенно заметно во время банальной простуды. Как ни печально, но за последние столетия семья лишилась своей патриархальности, которая подразумевала размеренный уклад жизни, большое количество детей и строгую внутреннюю иерархию взаимоотношений. Очень редко такая семья создавалась по любви. Еще 30-60 лет назад семья была детоцентристской, где все родственные отношения вращались вокруг двух, в крайнем случае 3 детей. А вот современная семья стала партнерской. Зачастую муж и жена стремятся выстраивать в браке не традиционно супружеские, а именно партнерские отношения, когда предусматривается наличие общих интересов, ценностей, взглядов на жизнь. И если в такой семье не остается места взаимному пониманию и уважению, она распадается, независимо от количества детей, наличия финансовых средств или совместной собственности. А вот какая форма правления, патриархальная или матриархальная, станет ведущей в данной семье, зависит от множества факторов. Характера самих супругов, разумеется, их личных и деловых достижений, социального статуса, уровня культуры, и даже духовного развития, принципов и традиций, которые они вынесли из своих родительских семей. И, как мы уже говорили, абсолютного равенства в супружестве быть не может, но стремление к равновесию должно быть обоюдным. Это значит, что более сильный супруг должен быть снисходителен к видимым недостаткам слабого, а тот, в свою очередь, должен стремиться расти над собой и приближаться к тому идеалу, который в нем хочет видеть ведущий партнер. Люди в цивилизованных странах давно пришли к выводу, что любые возможные разногласия следует устранять до начала брачных отношений.
Отсутствие предварительной договоренности, речь не о банальном брачном договоре, именно по вопросам воспитания детей, разделения домашнего труда, отношений с родственниками, а также разницы в религиозных и политических взглядах могут стать причинами неудач в супружеской жизни. Еще одной причиной семейных конфликтов являются вредные привычки одного из супругов. Алкоголизм, наркомания, курение, которые им принципиально поддерживаются и активно культивируются. Итог неразрешенных разногласий, как правило, один – разрушение психического и физического здоровья одного или обоих супругов, распад семьи и родственных связей. Проблемы с созданием новой семьи, полное или частичное выключение по меньшей мере одного из супругов из процесса воспитания детей. Ну и надо сказать, что любовь, взаимоуважение и соблюдение основных принципов семейного общежительства, напротив, ведет к сохранению и укреплению брака. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, задавайте свои вопросы, на которые я непременно отвечу в ближайших роликах. Всего вам доброго.